Мужчины, здравствуйте! Приветствую всех моих подписчиков, гостей канала. Кто меня еще не знает, меня зовут Алла. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь на мой канал. А сегодня будет тема общего расклада: какая женщина сама готова проявиться в ваш адрес. Кто будет проявлять инициативу по отношению к вам. Итак, подписываемся на мой канал, ставим лайки этому видео, пишем комментарии, проявляем активность на моем канале. Вам это не сложно абсолютно, а мне это приятно от вас. И смотрим сигнификатор. То есть для кого сегодня расклад, с кем он будет резонировать и о какой женщине или, может быть, женщинах сегодня будет идти речь. Так, ну что ж. Кто у нас сегодня будет в раскладе? И вот первая вышла королева пентаклей. Так, что за отношения между вами на сейчас? Что происходит в ваших отношениях? Кто вы друг другу? Две сегодня у нас женщины будут. Принцесса чаш и королева пентаклей. Так, ну что, мужчины? Поехали. Значит, давайте начнем с королевы пентаклей. Королева пентаклей – это женщина за 35 лет. Это имеется в виду хоть до 70. Цвет волос здесь может быть светлый каштановый, может быть темно-русый. Цвет глаз может быть светло-карий, зеленый, может быть серый. Визуально это женщины такие с фигурой груша, такие, знаете, вот фигурная, красивая, глаз цепляется, как говорится, есть за что зацепиться. По темпераменту, как правило, это флегматики или такие флегматика-сангвиники. Значит, по отношению к вам, туз пентаклей. Туз пентаклей, мальчики, говорит о том, что эта женщина видит в вас очень какой-то интересный, как бы это так назвать, проект. Давайте так назову. Объясню, почему проект. Вот смотрите, есть, например, отношения, ну давайте вот на вас переведу пример. Вот представьте себе, вы знакомитесь с женщиной, и вы просто понимаете, что вот кроме секса она вам больше не интересна. Ну вот вы смотрите на нее, видите, что ну да, прикольно, ну да, там сексуальная. Ну да, там глаз цепляется за какие-то там физические прелести. Ну вот хочется с ней переспать там, не знаю, там на пару раз. И все. То есть больше она вам не интересна. И другой вариант. Вы знакомитесь с женщиной, вы понимаете, что она вам интересна как личность, она вам нравится визуально, она отзывается сексуально, как говорится, феромоны друг друга чувствуют. Вы понимаете, что вам с ней прикольно даже молчать, вам с ней есть о чем поговорить, она вам в принципе симпатична, как говорится, с какой стороны не подойди. И вы начинаете понимать, что вот эта женщина, она для вас, это совершенно другая вселенная, это не про то, чтобы вот просто с ней переспать. То есть вы понимаете, что это что-то такое вот ценное для вас, вот как проект какой-то, да, в который нужно вкладываться временем, отношениями, ухаживаниями. Почему? Потому что вы понимаете, что для вас это серьезно. Ну, я это называю проект, а вы там как хотите называйте. То есть вы понимаете, что этот человек для вас ценный. То есть это человек, в которого вы готовы вкладываться своим временем, своей энергией, своими чувствами, своей жизнью, финансами, подарками, ухаживаниями, то есть вообще всем. Поэтому здесь королева пентаклей в отношении вас, вот она на вас смотрит, как на вот этот, вот как я его назвала, проект. Не в плане, что она с вас хочет что-то поиметь, нет. А в плане того, что вы для нее вот, какой-то драгоценный, какой-то важный, какой-то значимый, какой-то классный. Но при этом, мальчики, десятка жезлов. Десятка жезлов и пятерка, чего у нас тут? Пятерка жезлов. Здесь у вас явно есть какие-то препятствия. Десятка жезлов – это про то, что, видимо, есть какие-то препятствия в вашей жизни, из-за которых не получится просто так взять и легко эти отношения построить.
Не получится просто так легко взять и в эти отношения зайти. Так как расклад общий, и меня смотрят мужчины с тысячами судеб, у каждого своя карма, то у кого-то десятка жезлов может отыграться как то, что вы женаты. А эта женщина, она понимает, что как бы она вас не любила, или тут вообще, как говорится, без вариантов, потому что вы не уйдете из семьи. Ну, или она понимает, что ну да, я тебя люблю, но твоей любовницей как бы я быть не хочу. Или даже если она согласна на роль любовницы, то она не видит конструктива в будущем. Типа, ну а что дальше? Смысл. Вот смысл этой борьбы за вас. То есть пятерка жезлов — это про то, что в вашей жизни есть вот какая-то борьба. То есть не получится просто взять и войти в эти отношения, вот на счастливом, как говорится, коне въехать в эти отношения и находиться в них. У кого-то может отыграться наоборот, что она замужем, и вы оба друг друга любите, но при этом вы понимаете, что есть какие-то препятствия, из-за которых ну, не получится просто быть счастливыми вместе, не получится просто съехаться вместе, жить вместе и так далее. Может быть, у нее какой-то больной муж, может быть, у нее, не знаю, там дети маленькие, она из-за них не уйдет из семьи. Может быть, у вас такая же точно картина, у вас маленькие дети, вы не уйдете из семьи. Ну, то есть, может быть, у вас ипотека. Может быть, у вас кредиты, может быть, у вас там еще какие-то ситуации. Ну, то есть тут думайте каждый сам свою историю, вы прекрасно знаете. То есть суть здесь в том, что женщина, она, по сути, она на многое готова ради этих отношений, но на сейчас она здесь не видит... Ой, знаете как? Вот, например, представьте себе, что вы сидите... И ваша задача вот разжечь костер. У вас очень большое желание разжечь костер, но у вас мало дров, и их негде взять. Вот вы бросили одно полено, оно уже сгорело, там бросили второе, оно сгорело, у вас осталось одно полено. И вы понимаете, что при всем вашем желании согреться, при всем вашем желании разжечь костер, ну нечем вам как бы его разжигать. Вот здесь вот такая же картина. То есть женщина понимает, что любовь есть, чувства есть, желание с вами есть быть, желание развивать эти отношения есть. Ну вот есть тут какая-то причина. Ну, здесь, скорее всего, она замужем. Здесь у большинства так отыграется. Здесь или муж может не отпускать, или там есть какие-то причины, по которым она не может уйти из той семьи. Ну, смотрите, аркан суд. То есть аркан суд — это про то, что есть какие-то непреодолимые препятствия, которые на сейчас вы не в состоянии разрулить. Ни она, ни вы. Понимаете? И тут такая ситуация, что хочешь, не хочешь, хоть ты тут выворачивайся, хоть изворачивайся, хоть рви ты себя там, как говорится, на все части. Ну, не получается здесь вот так, как вы хотите. То есть здесь есть еще какие-то третьи лица. Может быть, дети, может быть, родственники, может быть, у вас какая-то вера, когда вы не можете быть вместе, не знаю, там, может быть, кто-то из вас в исламе, кто-то в христианстве. Может быть, ваши родственники против того, чтобы вы были вместе. Может быть, там аркан суд у кого-то вообще может отыграться, что, например, там человек... как это называется, господи, в местах лишения свободы, так тоже может отыграться. Понимаете, ну то есть есть какие-то ограничения, которые, к сожалению, невозможно преодолеть. Поэтому да, эта женщина, она в вашей жизни будет, и она будет активна, и она будет проявлять инициативу в отношении вас. Но, к сожалению, пока что карты говорят, все-таки это общий расклад. Поэтому, если тут какая-то очень серьезная для вас ситуация, то лучше, конечно же, напишите мне и лучше закажите личное гадание, чтобы посмотреть конкретно вашу ситуацию, что там происходит и чем это может для вас закончиться, то есть какие перспективы ваших отношений. По общему раскладу у большинства здесь отыграется, что есть какая-то ситуация, которую невозможно сдвинуть. Ну, то есть просто так вы ее тут не сдвинете. Ну, а дальше тут уже, конечно, все в индивидуальном порядке нужно смотреть. Так, теперь мы переходим к принцессе чаш. Принцесса чаш — это девушка. Здесь может быть до 25 лет.
Или же, если это взрослая женщина, то она очень инфантильна, очень доверчива, очень наивна. У кого-то даже может отыграться, что это глупенькая женщина. Здесь женщина может жить в розовых очках, может быть очень наивной, может быть настолько не приспособленной в принципе к социуму, к жизни. Может быть, она никогда не работала, может быть, она была на содержании у своих родителей, у своего мужчины, у своего бывшего мужа. Может быть, здесь женщина, которая вот вообще не стрессоустойчива, то есть она в принципе не умеет справляться с жизненными невзгодами. И она все время нуждается в мужчине, как в отце, как в наставнике, как в каком-то человеке, который вот ее будет все время спасать, наставлять, помогать и вести ее за собой. Здесь речь идет о том, что вы сейчас, видимо, не общаетесь. Здесь произошла какая-то ситуация, после которой эта девушка исчезла. А почему-то исчезла. С чем это связано? Вы ей здесь что-то не додали. Вы здесь как-то, смотрите, или вы ее не спасли в чем-то. Здесь, скорее всего, отыграется, что не обязательно это юная девушка, это может быть женщина абсолютно любого возраста. Здесь просто могло быть такое, что она оказалась в какой-то очень сложной для себя ситуации, в которой она не смогла сама дать себе, как говорится, толку. То есть она не смогла разрулить какую-то ситуацию, она не смогла привести себя в порядок, она не смогла взять себя в руки. Десятка мечей про то, что, может быть, она сильно болела, может быть, ее уволили, может быть, из-за войны у нее пропало жилье, может быть, что-то произошло с ее родственниками. Ну, то есть здесь могли быть какие-то фатальные обстоятельства, которые она не смогла сама перенести. Здесь человек очень сильно рассчитывал на вас. У всех тут будет разная ситуация. У кого-то здесь женщина рассчитывала на вашу финансовую помощь, у кого-то женщина рассчитывала на то, что вы ей поможете какими-то практическими действиями. Может быть, что-то привезти, что-то отвезти, что-то дать, что-то разрулить, чем-то помочь. Может, у кого-то отыграется, что вы ее просто не бросите, то есть вы ее там как-то морально, я не знаю, будете помогать выходить из этого состояния. То есть вариантов здесь множество. Суть в том, что она рассчитывала на какую-то от вас поддержку. Карты говорят, что вы ей помогли, но с ее точки зрения этого было крайне недостаточно. С ее точки зрения вы как-то себя так повели, что, знаете, вот как будто поиздевались над ней. Ну, например, может быть, она ожидала там от вас, ну, вот давайте пример. Первое, что приходит в голову. Может быть, она рассчитывала, что вы позаботитесь, там, не знаю, перевезете куда-то ее, или там снимете квартиру, или там дадите каких-то денег там на первое время, или там поможете чем-то, а вы там по минимуму, например, ей помогли в силу там каких-то своих разных причин. Она это восприняла больше как то, что вам на нее плевать, что вы не заинтересованы в ней, и вы своими действиями показали и доказали ей, что она для вас незначима. Женщина после этого закрылась. Женщина здесь очень сильно разочаровалась в вас и в ваших отношениях. Так, а почему же ты вышла в раскладе про инициативу? В чем твоя инициатива? Смотрите, если это ваша жена, здесь у нее может быть инициатива в разводе. Вот в чем дело. Здесь женщина может проявить инициативу в разводе, здесь женщина может проявить инициативу в разрыве ваших отношений. Здесь женщина может сама окончательно поставить точку. Вот тут она точно будет инициативна, потому что женщина как будто для себя приняла какое-то решение по поводу того, что вы ее предали. Значит, мальчики, если здесь предала вас женщина, это не ваш расклад. Поэтому, смотрите, обращаюсь к умным мужчинам.
Вы должны понимать, что это общий расклад, это не личное гадание. И если я говорю вот то, что я говорю, и это не совпадает с вашей историей, не нужно писать о том, что это не ваш расклад. Молча идите дальше. Умные люди понимают, что это общий расклад, это конкретно не для вас расклад. То есть это больше для того, чтобы вы что-то переосмыслили, получили какой-то совет, посмотрели со стороны на какую-то ситуацию в своей жизни, то есть получили какую-то подсказку от Вселенной. Соответственно, если я говорю в раскладе, что здесь вы причинили боль женщине, значит, это именно для тех мужчин, у кого вот такая ситуация. Поэтому, если вам изменила женщина, то это не ваш расклад. Услышьте меня. Значит, закрываем расклад и идем дальше. Этот расклад просто не для вас. Идите и смотрите другие расклады там, где будет резонировать с вами. Поэтому в этом раскладе здесь идет речь не о том, что она вам изменила. Здесь идет речь о том, что женщина обиделась на вас из-за какой-то ситуации, из-за какого-то вашего поступка, и из-за этого она решила закончить отношения с вами. Поэтому здесь будет инициатива со стороны женщины в том, чтобы расстаться с вами. Здесь женщина какое-то время молчала, переосмысливала, думала и пришла к выводу, что все-таки вам лучше расстаться. Поэтому принцесса чаш здесь выбирает все-таки аркан-отшельник, то есть остаться одной без этих отношений. Поэтому вот так. То есть тут, к сожалению, вот во втором сценарии, во втором варианте, здесь инициатива будет проявляться в том, что именно с ее подачи или вы разведетесь, или вы расстанетесь, или в ваших отношениях будет уже точка. Опять же таки, напоминаю, что это общий расклад. Естественно, он будет резонировать не со всеми. Поэтому у тех, с кем он резонировал, пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Для тех, кто хочет заказать у меня личное гадание конкретно для себя, для своей женщины, или там на какую-то другую ситуацию, на финансы, на здоровье, на карьеру, обращайтесь ко мне, мои контакты указаны на экране. Пишите мне в WhatsApp или в Telegram, задавайте туда вопросы, и я на все ваши вопросы отвечаю в переписке. На этом всем пока и всем до новых встреч.